Всем привет! Меня зовут Даша, вы на моем канале I Love Russian. Сегодня у меня день рождения, и я хочу рассказать вам о том, как русские отмечали этот праздник раньше, как они делают это сейчас. Также я дам вам полезные фразы на эту тему. Я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал и включите уведомления, чтобы не пропускать мои новые видео о русском языке и культуре России. Ваши лайки и комментарии помогают мне двигаться дальше и продолжать вести мой канал. Ну что, поехали! Я люблю вспоминать свои детские дни рождения. В 90-е годы мы приглашали друг друга в гости, сами готовили очень много вкусной еды, накрывали на стол, общались, играли, пели и танцевали. Покажу вам несколько своих фотографий. Я родилась 26 августа в местном роддоме, а потом, через несколько дней, я отправилась домой. На этой фотографии мне исполнилось 5 лет. Обратите внимание на мою одежду. В то время, да и сейчас, люди любили наряжаться на праздники. Помню, что в детстве я часто думала, как это странно ходить дома в туфлях. Русские обычно ходят дома в тапочках, в носках или босиком. Посмотрите еще на ковер, который висит на стене. Раньше можно было увидеть это в каждом русском доме. В то время дети в подарок могли получить разные вещи. Например, мягкие игрушки, тетрис, тамагочи, приставки Денди, видеокассеты или книги. Помню, что мой самый любимый мультфильм, который называется «Лис и пес», я пересматривала на видеокассете в детстве очень-очень много раз. Я думаю, во многих странах на день рождения люди загадывают желание и задувают свечи на торте. В России у нас есть еще одна интересная традиция. Мы тянем за уши именинника столько раз, сколько ему исполнилось лет. Последний раз мы тянем сильнее всего. 1, 2, 3, 4, 5. Наверняка у этой традиции есть своя история, но я всегда думала, что мы делаем так, чтобы помочь ребенку подрасти. Конечно, взрослого человека тоже можно тянуть за уши, но обычно мы так делаем только на детских днях рождения. Сейчас русские редко отмечают дни рождения дома. Часто мы приглашаем друзей в кафе или в ресторан. Если есть возможность, ездим на дачу. Для детей родители иногда украшают их комнаты к празднику. Кстати, многие русские угощают коллег по работе в честь своего дня рождения. Некоторые заказывают доставку еды, другие готовят блюда сами и приносят на работу. Есть люди в России, которые составляют виш-листы и отправляют их своим друзьям и родственникам. Я люблю сюрпризы, поэтому говорю, что хочу получить на день рождения, только если человек сам спрашивает меня об этом. В моих видео Russian Omens и Flower Traditions in Russia вы можете найти полезную информацию о том, какие подарки не принято дарить в России. Я знаю, что в некоторых странах люди дарят подарки вместе с чеками и ценниками. В России так делать невежливо. Также будьте готовы к тому,
что ваш русский друг захочет открыть подарок сразу, как только вы его подарите. Я немного рассказала вам о том, как русские отмечают день рождения. А сейчас давайте разберем полезные фразы на эту тему. Если вы хотите поздравить русского с днем рождения, вы можете сказать такие слова: «С днем рождения!» «Поздравляю вас с днем рождения!» Это вежливая форма. «Поздравляю тебя с днем рождения!» Для русских друзей вы также можете использовать разговорный вариант. Например, «С днюхой!» «Поздравляю тебя с днюхой!» День рождения – это днюха. С днем рождения с днюхой. Желаю вам – вежливая форма. Желаю тебе. После глагола «желать» мы используем падеж «два». Например, желаю тебе большого счастья, крепкого здоровья, любви, удачи, успехов, благополучия. Также можно использовать инфинитив. Например, желаю тебе исполнить все свои мечты. Когда мы говорим о возрасте, мы используем третий падеж. Например, мне 21 год, моему другу 18 лет, моей сестре 25 лет. 1, 21, 31, 41 год. 2, 3, 4, 22, 23, 24 года. 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 60, 100 лет. Также, когда мы говорим о возрасте, мы можем использовать глагол «исполниться». Например, «Сколько лет тебе исполнилось?» «Мне исполнилось 5 лет». «Сколько тебе исполнится на следующей неделе?» 34 года. Как рассказать о том, когда вы родились? Когда мы говорим о дате, число, месяц, год, мы используем падеж «два». Например, он родился 2 декабря 1981 года. Она родилась 15 марта 2000 года. Близнецы родились 29 октября 2016 года. На вопросы «Когда у тебя день рождения?», «Когда твой день рождения?», мы называем только число и месяц. Например, «Когда твой день рождения?», «Мой день рождения 26 августа». Напишите в комментариях, когда вы родились или когда у вас день рождения. А сейчас давайте разберем несколько полезных глаголов на тему день рождения. Поздравлять, поздравить, кого, падеж 4, с чем, падеж 5. Например, поздравляю тебя с днем рождения. Ты уже поздравил ее с Новым годом? Дарить, подарить, кому, падеж 3, что, падеж 4. Например, я не знаю, что подарить подруге на день рождения. Я подарю маме цветы. Мой муж подарил мне на Новый год мои любимые духи. Отмечать, отметить, что, падеж 4, с кем,
падеж 5. Например, я хочу отметить свой день рождения с семьей. Я всегда отмечаю день рождения с друзьями. Как отметил день рождения? Приглашать, пригласить. Кого? Падеж 4. Куда? Падеж 4. Например, кого ты хочешь пригласить на свой день рождения? Я хочу пригласить всех моих друзей. Получать, получить. Что? Падеж 4. От кого? Падеж 2. Например, я получил от моего друга на день рождения открытку из Испании. Мне нравится не только получать, но и дарить подарки. Итак, в сегодняшнем видео мы поговорили с вами о том, как русские отмечают дни рождения и какие слова вы можете сказать русским друзьям, чтобы поздравить их с этим праздником. Если у вас есть вопросы, пишите мне в комментариях. А у меня все. До встречи!